So for the last part of this session, I wanted to just briefly look at verse 10 and then do meditation, which comes from this verse. You mean 11. So, I mean 11. 11. В рамках последней части нашей сегодняшней встречи хотелось бы кратко присмотреться к 11 строфе, а затем выполнить медитацию, которая из этой строфы исходит. And then after that, I'm just going to give you some things to discuss, maybe just on your rows, with the people next to you for a little while, and then we'll have some feedback and some questions and answers, okay? Затем я подкину парочку идей о том, что можно было бы обсудить со соседями или в рамках вашего ряда, применительно к тому, что мы обсуждали. А затем мы обменяемся этими соображениями и, может быть, ответим на какие-то вопросы. Okay, I've just had an idea for discussion. Okay. Right, so I'll read this in English and then you can read it in Russian and we'll go straight into meditation. Сейчас я зачитаю. Come in. Кто там? Сейчас я зачитаю строфу по-английски, а затем вы вновь прочтете ее вместе по-русски, и затем мы сможем подумать о ее смысле. All suffering comes from the wish for your own happiness. Perfect Buddhas are born from the thought to help others. Therefore, exchange your own happiness for the suffering of others. This is the practice of bodhisattvas. Все страдания проистекают из желания личного счастья. Совершенные Будды рождены помыслом о помощи другим. Посему обменяй собственное счастье на страдания других. Такова практика бодхисаттв. So find your posture for meditation and relax. Take Итак, deep breaths. Пожалуйста, выберите удобную вам позу для медитации и расслабьтесь, делая глубокие вдохи и выдохи. Just do a few rounds of breathing meditation as we stabilize our minds and relax into the last part of the session. И на протяжении нескольких циклов дыхания просто помедитируйте на дыхании, по мере того, как мы расслабляем свой ум, переходя с заключительной части нашей встречи. So this meditation will take about 15 to 20 minutes max. Сама медитация займет от 15 до 20 минут, не больше. And I'm going to guide you in thinking about some of the ideas, so it will be an analytical meditation. И в рамках этой медитации я буду направлять вас в размышлении над некоторыми идеями, так что это будет в этом смысле аналитическая медитация. And then this will lead into a very special meditation which encourages exchanging ourselves for others and developing bodhicitta. Но вслед за этим мы перейдем к совершенно особой медитативной технике, которая помогает нам осуществить замену себя на других и способствует развитию бодхичитты.
First of all, we're going to consider the first line, that all suffering comes from the wish for your own happiness. Вначале мы размышляем над первой строкой заданной строфы, где говорится: «Все страдания проистекают из желания личного счастья». So give this some consideration and contemplate whether this is true for you or not. Поразмыслите над этими словами, пытаясь понять, соответствуют ли эти слова истине с вашей точки зрения. And the key is to look at the phrase, the wish for your own happiness, the wish. И ключевой пункт в этих размышлениях – это рассмотрение слов «желание личного счастья». Желание. In case you're struggling for examples, I'll give you a very obvious one. Если вам сложно найти какие-то примеры, приведу совершенно очевидный. We all think that we will be happy if we find somebody to love. Мы все убеждены, что обретем счастье, если найдем человека, которого сможем полюбить. So whatever stage you are in your life, consider all the energy and all the effort and the fantasies that have gone into finding the perfect partner. На каком бы жизненном этапе вы ни находились, подумайте о том, как много энергии, сил и фантазий посвятили делу поиска идеального партнера. And most of us will be able to recall disappointments, pain, heartache from not getting or losing the one we love. Большинство из нас смогут вспомнить, какое разочарование, какие мучения, какую сердечную боль мы переживали в силу того, что нам не удавалось отыскать объект любви, или мы этот объект любви теряли. And perhaps we think that we have found the perfect partner and we are very happy with them. Может быть, мы думаем, что отыскали идеального партнера и очень счастливы в взаимоотношениях с ним или с ней. Will that stay? Will it be non-changing? Just consider. Окажутся ли эти отношения совершенно устойчивыми? Окажутся ли они совершенно неизменными? Просто поразмыслите. And then possibly spontaneously arising are other ideas, other things or people that you think will bring you happiness, and either they aren't or you can't control it. Может быть, на ум спонтанно придут мысли о каких-то других объектах или людях, которые, по вашему мнению, должны приносить вам счастье, но либо не приносят, либо, если и приносят, не подвластны вашему контролю.
And consider this phrase: all my insecurity, all my fear, all my dissatisfaction and suffering comes from the thought to help myself. Подумайте о том, что все наши проявления неуверенности, все наши страхи, все наши разочарования, вся наша неудовлетворенность проистекают из желания помогать лишь себе. We come to the second line. Perfect Buddhas are born from the thought to help others. Итак, мы начинаем размышлять над второй строкой. Совершенные Будды рождены помыслом о помощи другим. Consider what that means to you. И думаем о том, что эти слова значат лично для нас. The third line, therefore exchange your own happiness И третья строка. Посему обменяй собственное счастье. fourth line for the suffering of others. Четвертое. На страдания других. So how do we do this? Как же это осуществить? There are many different meditations which enable us to practice putting others' well-being before our own. Существует множество различных медитативных техник, которые помогают нам упражняться в том, чтобы ставить интересы других выше своих собственных. This is not a denial of our well-being. И это не отрицание нашего собственного благополучия. Мы не отказываем сами себе в благополучии. This is a recognition that the destruction of the self-cherishing I will bring us true happiness. Мы распознаем, что уничтожение эгоцентричного «я» принесет нам самим подлинное счастье. So many of you will know of this meditation. It's called taking and giving. Многие из вас с медитацией, которую мы будем выполнять, уже знакомы. Она обычно называется «даяние и принятие». Tibetan Tonglen. По-тибетски «тонглен». And what we're doing is we're using a visualization Что мы здесь делаем? Мы используем визуализацию or imagining as deeply as we can, или воображаем настолько глубоко, насколько удается, taking on the suffering of others что мы забираем страдания других and giving them happiness and anything that they want. и отдаем им, даруем им счастье и все, в чем они нуждаются. Now, in actuality, the effects of this meditation И на самом деле эффект, который эта медитация производит, are on a very deep level destroying our self-grasping and ego-cherishing. состоит в очень глубоком уничтожении нашего цепляния за эго и эгоцентризма. So, paradoxically, it gives us incredible happiness and joy. То есть парадоксальным образом эта практика нам же приносит невероятное счастье и огромную радость. We are totally dependent on others in developing our altruism and our compassion and love. В деле развития своего альтруизма, своих любви и сострадания мы полностью зависим от других. And this meditation helps us realize that. И эта медитация, данная медитация помогает нам это понять. Now, we may be sitting here and feeling that how can I love others? I don't even love myself. Может быть, мы сидим и думаем, ну как я могу полюбить других, ведь я себя даже не люблю. In which case, visualize yourself in front of you. В этом случае в пространстве перед собой представляйте себя. Or you may be sitting here and there is somebody in particular who you are really concerned about. Может быть, вы сидите
и чувствуете особое беспокойство относительно участи какого-то конкретного человека. So visualize them. Тогда представляйте его или ее. Or you may have a more general view and consider that you would like to visualize in front of you as many beings as possible. А может быть, вы скорее мыслите общими категориями и предпочли бы в пространстве перед собой представлять максимальное число разных живых существ. So make your choice. Так что определитесь с одним из этих вариантов. And from a state of having a stable and open mind, И в состоянии устойчивого и открытого ума imagine strongly that sitting in front of you, facing you, are these beings, whoever you have chosen. мощно представляйте, что в пространстве перед вами, лицом к вам, сидят эти самые живые существа, те существа, с которыми вы решили работать. And really consider the different levels, the different kinds of problems that they have. По-настоящему задумайтесь о том, каковы различные уровни проблем и затруднений, с которыми эти существа сталкиваются. And as you do so, you start to generate and feel very strong wish inside you to help them. По мере этих размышлений вы ощутите подлинно мощное желание этим существам помочь. And the more you imagine the problems, the darker and colder the energy in them and around them seems to be. И чем больше мы думаем о проблемах этих существ, тем мрачнее и холоднее нам кажется энергия этих существ окружающая. Like impenetrable black, thick smoke. Она становится подобна непроницаемому плотному черному дыму. And finding this completely unbearable, you start to breathe in through the nostrils this thick black smoke. Воспринимая это положение дел как совершенно нестерпимое, мы начинаем вдыхать этот плотный черный дым, Determined to relieve them by taking the suffering into yourself. с решимостью освободить существо, взвалив эти страдания на себя. And this thick black smoke goes up the nostrils into the head and down towards the heart in the center of your chest, level with your physical heart. Этот черный дым поднимается по нашим ноздрям, проходит через голову, опускается вдоль шеи и движется к нашему сердечному центру, то есть к центру груди на том уровне, где у нас сердце. And what you find there is like a black shell, a hard shell of self-cherishing, ego-grasping mind. Что мы там находим? Нечто подобное плотной оболочке, прочной оболочке эгоцентричного, зацикленного на себе ума. And as this thick smoke reaches this black shell, it starts to crack it. И когда черный дым, который мы вдохнули, доходит до этой плотной оболочки, он начинает ее разрушать. And released from the shell, deep from within inside, is your bodhicitta, incredible source of compassionate love, starting to escape in the form of white, beautiful, translucent white light. И сквозь эту оболочку, из самых ее глубин, начинает прорываться наша собственная бодхичитта, неистощимый источник любви и сострадания, которые проявляются в форме мощного, лучезарного белого света. So what emerges from this black shell is white light, which goes up into the head, down through the nostrils, and out, reaching the being you're focusing on. Так что сквозь эту оболочку прорывается этот свет бодхичитты, который поднимается по нашему телу, выходит из тела через ноздри и достигает того живого существа, на котором мы сосредоточились. And this creates a cycle of the in-breath, taking in smoke, Итак, мы выстраиваем
цикл, где со вдохом забираем дым, it reaching the black shell and diminishing it more and more as white light emerges. который доходит до темной оболочки в нашем сердце и все больше и больше ее ослабляет, так что прорывается все больше и больше белого света. And the out breath of white light reaching your being and diminishing their suffering. А с нашим выдохом этот наш белый свет доходит до заданного живого существа и уменьшает его страдания. So gently focusing on different aspects of the meditation, not forcing it, just doing it comfortably. Try this for a few minutes. Мягко работая с разными аспектами этой медитации, не пытаясь ее как-то форсировать, выполняя то, что комфортно, попробуйте этим позаниматься несколько минут. Start to experience the transformation as the person you are helping is relieved of their problems and becomes happier and happier. Начните ощущать осуществленное преображение, с которым человек, на котором вы сосредотачивались, избавляется от своих проблем и испытывает все большие уровни счастья. And the transformation from your self-cherishing into bodhicitta as the shell is destroyed and all you have at your heart is incredible love and compassion in the form of light. А вы сами переходите от состояния эгоцентризма к подлинной бодхичитте, по мере того, как оболочка в вашем сердце оказывается полностью уничтоженной и остается лишь исполненный любви и сострадания свет. And at some point, all the black smoke will have disappeared, and all the black shell will have disappeared, and there will just be you in the nature of light, and the being in front of you, light and full of happiness and contentment. В конечном итоге не остается ни дыма, ни оболочки в вашем сердце, и остаетесь лишь вы сами, состоящие из света, и существо, которое перед вами находится, ощущая легкость и счастье. And at that point, regardless of whether there's one or many, dissolve them into light, bring the light into your heart, and sit there generating light and bodhicitta for the last few minutes of the meditation. В конечном итоге растворите это существо или этих существ, сколько бы их ни было, в свете. Позвольте этому свету влиться в ваше собственное сердце и по ходу заключительных минут этой медитации просто пребывайте в состоянии, где вы порождаете этот свет бодхичитты.
just as we end, you can just think how incredible it would be to be able to help sentient beings so easily, and in turn, through their help, become enlightened. Завершая практику, мы думаем о том, насколько замечательно было бы обладать способностью так легко помогать другим живым существам и, в свою очередь, опираясь на их помощь, достичь просветления. And to end your meditation. Завершите медитацию. And to finish that verse, this is the practice of bodhisattvas. И, как сказано в последней строке этой строфы, такова практика бодхисаттв. Okay, so I think it would be useful to just be able to talk about some of these ideas where you're sitting with somebody or a few people. Думаю, было бы полезно также получить возможность побеседовать о некоторых из этих идей просто с одним соседом или с несколькими людьми, которые прямо рядом с вами сидят. Just for 10 or 15 minutes, and then we'll have a little bit of time for feedback or questions and answers. Буквально на протяжении 10-15 минут, после чего у нас останется немного времени для какой-то обратной связи или для вопросов и ответов. So basically just a few ideas for you to discuss. По сути, буквально пара идей, которые вы могли бы обсудить. When you were doing that meditation and you were thinking about the first line, which is, all suffering comes from the wish for your own happiness. Первая идея. Когда вы сейчас выполняли медитацию и размышляли над смыслом слов «все страдания проистекают из желания личного счастья», то есть первой строки 11 строфы. Just discuss whether you think that's true. То есть вы можете просто обсудить, кажутся ли эти слова вам соответствующими истине. Or you could discuss, if you're quite experienced in mind training, your own experiences, what you find difficult to do in turning from yourself to others. Или если вы человек в какой-то степени в практиках тренировки ума искушенный, вы можете обсудить ваш собственный опыт, что вам было лично сложно осуществить в этом процессе, где вы обращаетесь от собственных интересов к интересам другим. Okay, you comfortable to do that now? Нормально будет таким вот позаниматься немножко? You're going to talk? Поговорите там. Сможете поговорить? Okay. Well, that was great to see the animated discussion. Очень радостно было видеть ваши оживленные обсуждения. So I think we'll get just, obviously there's too many to hear everybody, but we'll get some feedback about each question and then some opportunity for general questions. Очевидным образом, вас много, я одна, поэтому мы выслушаем всего по паре замечаний на каждый из двух вопросов, а затем останется много времени для вопросов в целом. So the first topic I asked you to discuss was this idea of suffering coming from the wish for your own happiness. Первый вопрос, который я вам предложила обсудить, связан был с самой идеей о том, что страдания проистекают из желания личного счастья. And did you get to grips with that, or give me some feedback, or put your hands up and say something? Как вы там разобрались с этим? Предоставьте какую-нибудь обратную связь, поднимите руку и выскажитесь. Anybody? Кто-нибудь? А если человек лично несчастлив, может ли он кому-то счастье принести? Если я лично несчастлив, я могу счастье кому-нибудь принести или нет? Значит, я желаю личного счастья. Подожди, Okay. вы задали вопрос. Садитесь, я сейчас его приведу. Good start, eh? A good start. Хорошенькое начало.
Okay. It's a question. A question. If the person is personally... для записи, да, сначала, чтобы все в протоколе осталось. Если человек сам несчастен, может ли он принести счастье другим? Например, если я сама несчастна, могу ли я принести счастье другим? So, if the person is personally unhappy, are they capable of bringing... Which person? Themselves? Any person, yeah, like any given person. If the person is personally unhappy, yeah. yes. Are they capable of really bringing happiness to others? For example, if I'm unhappy, can I really bring happiness to others? Yeah. Well, that was the purpose of the meditation. Что ж, именно в связи с этим мы выполняли нашу медитацию. Was to show you that first of all we need to love ourselves. Чтобы она нам показала, сперва необходимо полюбить себя. So definitely, where is she? Так что, безусловно, где она там? Yeah. То есть это принесет мне страдания? Подождите. Okay. Definitely, love for yourself. Так что, Compassion for yourself. Yeah? так что, безусловно, необходимы любовь к себе, сострадание к себе. Yeah, yeah. And as we do that, That's Russians for you. Oh, that's Russians for you. Never let them discuss, just tell them. That's very true. Так что, безусловно. Okay, so seriously, yeah, this is a very good question and it's very relevant. Это очень хороший вопрос, он очень актуальный. Because there is this history of even His Holiness the Dalai Lama being asked this. Потому что так же исторически сложилось, что этот вопрос даже Далай-ламе задают. And he had no concept of this idea of self-hatred which exists in the West. И в свое время у него даже не было представления о самой идее ненависти к себе, которая на Западе распространена. Yeah, self-loathing. There was no equivalent translation in Tibetan. Неприязнь к себе. В тибетском языке нет адекватного перевода. And we could say it's because they'd grown up with this healthy psychology. Мы можем сказать, что причина отсутствия этих понятий в тибетском языке в том, что тибетцы долгое время росли в здоровой психологической среде. Which is we all have the potential for Buddhahood. И в этой среде было представление о том, что мы все потенциально способны достичь состояния Будды. So self-value is vital before we can progress on the path. Чувство собственной ценности – это жизненно важное качество, которое необходимо обрести, прежде чем сможешь продвинуться по пути. Now there are all sorts of ways you can do this, including going to therapy. Are you listening? Развить это чувство собственной ценности мы можем самыми разнообразными способами, включая, например, работу с психотерапевтом. Слушайте внимательно. Yeah, but the meditation is part of that therapy because you are looking at yourself. Но медитация – это часть этого терапевтического процесса, потому что в ней мы смотрим сами на себя. You are really considering your own suffering and where it came from and how you struggle. Мы рассматриваем собственные страдания, откуда они произошли, как мы с ними мучаемся. And you give yourself that love, and then that helps you destroy that awful feeling of I'm no good. Предоставляем себе эту любовь, и это нам позволяет уничтожить ужасающее чувство того, что от нас проку нет. Okay? Хорошо? Кто-нибудь еще? You go like this. Да, вы там киваете. But you really have to reflect on this because the ego can put up a big obstacle. Над этими вещами необходимо очень основательно поразмыслить, потому что наше эго может создавать очень значительные препятствия. A huge, big, thick door to you considering that this is possible. Огромная, большущая, жирная дверь мешает нам рассматривать эти вещи как препятствия. So keep knocking on that door until you break it down. Но вы долбитесь в эту дверь, пока она не рухнет. It's the best I can do.
Вот и все, что я могу вам сказать. Okay, another question. Thank you very much. Большое Thank you. спасибо. And Какие-нибудь another question or feedback? еще вопросы On this same или question, one more. Да, обратная связь на тему этого конкретного вопроса. Может, что-нибудь еще? Да, тут немножко близко к тому, что только что сказали. Я много работала в благотворительности, и я знаю, насколько там принято заботиться о других, решать проблемы других, и как в глубине под этим, на самом деле, нет любви к себе, заботы о себе, и как это бывает жестоко к себе, и очень милосердно к другим. И я не очень верю, что это добро в итоге, поэтому ушла из этой среды. Я долгое время работала в благотворительности и видела, что часто, при том, что люди очень заботятся о других, в основе этого лежит их жестокость по отношению к себе, отсутствие подлинной любви к себе. И я не вполне уверена, что это так уж корректно, и поэтому ушла из этой среды. So I've worked with charity a lot, different charity projects a lot, and I've noticed from a personal observation that very often people would be very merciful with regards to others. There would be a lot of mercy with regards to others, compassion, compassion. but quite a lot of cruelty with regards to oneself, not really a basis of love and compassion for oneself. So I'm not quite sure that that's the best approach that we could follow, that kind of state of affairs. So that's eventually made me leave that field of work. Well as the answer I've just given, which is very relevant. Дополнение к тому ответу, который я только что дала, а он очень актуален в связи с тем, что вы сказали. Often when we see the extreme suffering of others, what we can start to experience is some sense of guilt. Могу добавить, что иногда, видя чрезвычайно мощные страдания других, мы можем начать испытывать определенное чувство вины. I have so much. У меня всего вдоволь. Why have I so much when they have so little? Почему у меня всего так много, а у них так мало? Now there are teachings on why there is inequality involving concepts of karma. И, конечно, есть учения, объясняющие, почему существует неравенство, учения, которые в том числе говорят о таких понятиях, как карма. And they do help because they see that actually we're all equal. И их рассмотрение нам в этих вопросах помогает, потому что благодаря им мы начинаем видеть, что на самом деле все равны. And at some point those beings who you're helping will be helping you. И в какой-то момент те существа, которым сейчас помогаете вы, будут помогать вам. Have helped you. Помогали вам. And are actually helping you now in developing compassion. И даже сейчас вам помогают вам развивать сострадание. So in giving those beings compassion, you can actually be grateful to them for giving you the opportunity to develop compassion. Поэтому, обращая к этим живым существам сострадание, вы также можете испытывать к ним благодарность за то, что они дают вам возможность это сострадание взращивать. And that takes away any feelings of guilt or superiority or not being worthy to do this job. И это устраняет какие-либо чувства, проявления чувства вины, чувства превосходства или чувство того, что мы недостойны заниматься этим трудом, этой работой. A small moment in time when I am helping you. Это лишь краткое мгновение я помогаю тебе. You have helped me in past lifetimes. Ты помогал мне в прошлых жизнях. You may help me in future lifetimes because I'm helping you. Ты можешь же помочь мне в жизнях будущих, потому что я сейчас помогаю тебе. So we kind of start to see the world like this instead of this narrow, small experience now. Мы начинаем мир воспринимать как бы вот так, вместо того, чтобы видеть его чрезвычайно узколобо, как мы это делаем сейчас. And also I think a factor is what we call compassion fatigue in these kinds of work. Но также в подобного рода работе определенным фактором является так называемая усталость от сострадания, выгорание сострадания. Giving exhausts us, tires us out. Наша физическая усталость нас измождает. Because we're not looking after our own well-being. Can you repeat the giving exhaust thing? Oh, right, okay. Compassion fatigue is a label
for when you are, for instance, a nurse, Yeah. and you give help, and then it burns you out. То есть это самая усталость от сострадания, это состояние, при котором мы, скажем, работая медсестрой или медбратом, все предоставляем и предоставляем другим уход, и в конечном итоге сами от этого выгораем. Then you're no good to anyone. И тогда пользы от вас никакой никому нет. And possibly for a long time, if not forever, in that life. Скорее всего, на длительный период, а может быть и на всю эту жизнь. So it's always important to be looking after your own well-being. Всегда полезно заботиться о своем собственном благополучии, да. Did that help? Всегда важно заботиться. Как я вам ответила на ваш вопрос? Мне кажется, вы сказали очень важное, не то, что я спросила. I think it's very important, but not quite what I asked. Oh. А вы тогда задайте вопрос, в I котором missed есть the point. знак I missed вопроса. the Есть, point. да. А то я не поняла. What was the point? Да, в чем суть-то? Когда When you... идея, что нужно забыть о своем счастье и думать о счастье других, она мне кажется просто опасной, по крайней мере, в нашей культуре. Потому что я видела много людей, которые делают ровно так, и они несчастны. Ну, все равно не задали вопрос, но что поделать. Хорошо, ничего страшного. I think так, идея о том, что... Не отвлекайте. Идея о том, что нужно забыть о собственном счастье, заботиться о счастье других, мне кажется, потенциально опасной, особенно в нашем обществе. И не заботиться о самом себе. I think the idea of devoting oneself to the happiness of others and ignoring one's own happiness, not taking care of oneself is potentially quite dangerous. Well, I did answer that. Ну, про это я прокомментировала, да. Yeah. Да. I did. Ответила. Thank you. Так что спасибо. Let's move on to the other idea, which was the difficulties people who are practicing this find. Перейдем тогда ко второй идее, это второму вопросу, и он был посвящен тем трудностям, с которыми, может быть, сталкиваются люди, которые уже практикуют методы тренировки ума. No? They've got something. Вот тут у людей какая-то проблема. Anybody? Что-нибудь, кто-нибудь? No difficulties. Никаких у вас трудностей? Well done. Превосходно. Mind training, easy, right? Тренировка ума, легкота. Ah, great. One. Чтобы развиваться, нужно преодолевать свои страхи. Когда я вижу какой-то текущий данный момент, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы открыто к нему подойти, открыто с этим столкнуться и принять страх есть. Со страхом. Да. Ну какая-то ситуация, и если я буду бегать с ним, я никогда с ней не столкнусь, никогда не решу. И никогда не стану. Да. То есть для того, чтобы развиваться, нужно присмотреться к своему, как-то разобраться со своим страхом, а как перестать бегать от страха и столкнуться к ним лицом к лицу. Да, то есть какой-то конкретный, может быть, совет, может быть, действие какое-то, что я могу сделать прямо сейчас. Какой-то конкретный совет. So in order to develop and progress along the path, we need to face our fears. Yes. So how to stop running away from the fearful situations, from the things we fear, and face them? Any tips? Any tips? Any handy tips? How to cook your mind? Парочка советов о том, как приготовить свой ум. The view of emptiness. Воззрение пустотности. Have you heard about that? Слышали про него? Sort of. Да, в себя. Но Yeah. как? Лук это концепт. Well, the understanding the nature of the mind Понимание природы ума, and understanding the nature of reality, понимание природы реальности, and that nothing exists from its own side in a solid way, including ourselves. понимание того, что ничто на самом деле не существует фиксированно, включая нас самих.
And having that view of any situation that arises, поддержание этого воззрения применительно к любым возникающим ситуациям. and when we experience fear, to use that view to dissipate the fear. Со всем вот этим, столкнувшись с каким-то страхом, мы используем воззрение пустотности для того, чтобы этот страх рассеять. Is the handiest tip I can give you. Это самый полезный совет, который я вам могу дать. There's more emptiness in the book, so they can just read the book. Yeah, and as Temper rightly said, you may wish to read more about emptiness. Да, но But this is just a little introduction to an incredibly important topic that will help you in all aspects of your training. Ну, я сказал, что там, собственно, в книжке, которая у вас на руках, как раз довольно много про пустотность написано. И Ангела добавляет, что это то, что сейчас было сказано, это лишь очень краткое введение в необъятно обширную тему, которая вам поможет во всех без исключения областях жизни. In my experience, when I have really needed to develop courage to face my fears, По моему собственному опыту, когда мне требовалось возрастить отвагу для того, чтобы предстать лицом к лицу с собственным страхом, just to observe the changing sensation, in other words, to apply the view of impermanence, просто даже наблюдение за изменяющимися ощущениями, иными словами, применение воззрения непостоянства, is also incredibly helpful. также невероятным образом помогало. Okay. Helpful? So, do we have any general questions, maybe one or two before we finish, or one? Oh, we've got one here. Нам уже тут прислали по почте вопрос, и мы его немножко переформулировали, спросив человека, полезно ли размышлять не только над добротой других существ, которые были нашими матерями в наших прошлых жизнях, но и над добротой самих тех существ, которыми мы были в прошлых жизнях. То есть над тем, что благодаря тому, что они там мекались-бекались, мы сегодня оказались там, где мы есть. So is it helpful to not only consider the happiness of other beings who have been our mothers, but also the kindness of other beings as our mothers, but also the kindness of our own previous incarnations? Yes, because due to their effort, we're now where we are. Yes, that's another very good point, and it also helps to increase our self-esteem and to add to this idea of looking after our own well-being. Да, это очень хорошо подмечено, и это также метод, который нам помогает усилить нашу самооценку, наше самоуважение и, опять-таки, обращает наше внимание на необходимость заботиться о собственном благополучии. After all, the cause for having a precious human rebirth В конечном итоге, сама причина, в силу которой мы обладаем драгоценным человеческим перерождением, and a precious human rebirth is basically what you guys have got. А драгоценное человеческое перерождение — это, по сути, то, что у вас, ребята, сейчас есть. Because you have met the Dharma. Ведь вы встретились с Дхармой. You're in a country where you can practice it. Вы в стране, где можно ее практиковать. And you have many other conducive conditions, including very intelligent minds, to be able to practice. И у вас множество других благоприятствующих практик и условий, включая ваши чрезвычайно большие умственные способности, которые позволяют практиковать. And to be born a human being means that you have practiced ethics in previous lives. Если вы родились человеком, вы, стало быть, всенепременно в прошлых жизнях упражнялись в нравственности, в этичном поведении. And if you look around us today, that's not an easy thing to practice. Если так посмотреть вокруг, мы увидим, практиковать нравственность отнюдь непросто. We're in a world which is constantly challenging our morality. Мы живем в мире, который непрестанно бросает вызов нашим этическим принципам. So you did well. Так что, вы справились. Yeah. All those beings you've been, you did well because you created this, so value it and use it to the full, because it doesn't happen often. Все те существа, которыми вы были прежде, преуспели в своих трудах, потому что породили вот это существо. Так что нужно это ценить и использовать это, пока есть возможность, потому что возможность это выпадает очень редко. And on that note, I think we should end. И думаю, на этой ноте следует завершить.
So, shall we just do a short dedication? Давайте очень кратко посвятим созданный нами благой потенциал. There is a very special dedication from the Bodhicharyavatara. Существует совершенно особенная строфа посвящения благого потенциала, благой заслуги, сходящая из бодхисаттва Чарья-аватары. And it's one of the favorite verses of our favorite Bodhisattva, His Holiness the Dalai Lama. И это одна из любимых строф нашего любимого бодхисаттвы, его святейшества Далай-лама. So perhaps you can just close your eyes and I'll read this very slowly and you can bring the whole of the evening's ideas into this verse. Так что можно просто прикрыть глаза. Я очень медленно саму эту строфу зачитаю, и вы все идеи, которые сегодня вечером подчеркнули, просто в смысле этой строфы можете объединить. For as long as space endures, Пока существует пространство, for as long as sentient beings remain, покуда живут существа, may I too remain пускай и я с ними пребуду, to relieve the suffering of the world. страданий рассеивать тьму. Thank you. Спасибо.